Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим устройство с набирающим популярность интерфейсом Bluetooth BLE 5.0, датчик движения с сенсором света QuickPing, предназначенный для экосистемы Mi Home. Название QuickPing хорошо известно энтузиастам умного дома Xiaomi, в первую очередь по мониторам качества воздуха, хотя ими модельная линейка не ограничивается. Герой этого обзора сочетает в себе две функции. Это обнаружение движения и измерение уровня освещения в люксах. Давайте разбираться. Модель QuickPing CG-PR1. Интерфейс Bluetooth BLE 5.0. Тип – датчик движения и уровня освещенности. Расстояние обнаружения 7 метров. Угол обнаружения 15 градусов на 7 метрах, 120 градусов в пределах 2 метров. Измерение освещенности от 0 до 83 тысяч люкс. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия. Рабочая влажность от 0 до 90%. Устройство поставляется в белой коробке с изображением и названием датчика. Сверху указан логотип экосистемы Xiaomi Midze. Коробка запаяна в пластик, что дает уверенность в том, что с завода ее никто не открывал. Надписи сзади выполнены на английском и китайском языках. Тут указан номер модели и интерфейс, остальных параметров тут перечислять не стали. Упаковка хорошая, датчик удерживается в центре коробки, что дает дополнительную защиту при пересылке. Доехало все в целости и сохранности, никаких проблем не возникло. Вот все, что нашлось в коробке. Датчик с подставкой, про них подробнее расскажу дальше. Инструкция на китайском и английском языках. Наклейка двустороннего скотча для установки без подставки. Перейдем к датчику. Он имеет бочкообразную форму. Боковая сторона не гладкая, а состоит из множества граней. Передняя сторона рабочая, задняя служит для крепления датчика. Датчик и подставка не имеют жесткой механической связки и могут быть разъединены. Крепление магнитное, его более чем достаточно для удержания и фиксации датчика на одном месте. На задней стороне подставки уже находится двусторонний скотч, чтобы ее можно было закрепить на поверхности. Но при этом датчик можно установить и отдельно, для чего в комплекте есть еще одна наклейка. Правда, в таком случае его нельзя будет регулировать. А при установке на подставку датчик можно повернуть, наклонить, направить в нужную сторону. За счет того магнита регулировка может осуществляться в очень широких пределах. Я считаю, что это отличная идея. Задняя крышка съемная, для этого ее надо повернуть в направлении, указанном на ней сверху. Это немного неудобно, но не сложно. На ее внутренней стороне находится магнит. Для того, чтобы батарейки не разрядились при пересылке, тут установлен бумажный предохранитель, который нужно вынуть. Батарейки, а тут используются два литиевых элемента CR2450, упакованных в одну кассету, тоже можно достать, повернув ее вокруг своей оси. Синий пластиковый рычажок связан с кнопкой сопряжения. Для перевода в этот режим кнопку нужно нажать и удерживать около 3 секунд до моргания синего светодиода. Кстати, за счет магнита на крышке датчик можно устанавливать на металлические поверхности, например, холодильник, без скотча и подставок. После снятия предохранителя с батареек устройство становится видимым. После запуска режима подключения новых устройств в Mi Home датчик виден в списке новых. Выбираем его и далее следуем подсказкам мастера подключения. Для подтверждения подключения нужно нажать кнопку сопряжения до мерцания светодиода. Ждем, пока пройдет обмен данными, и в завершении подключения нужно пройти 3 финальных шага. Указать локацию для устройства, выбрать имя и при необходимости предоставить доступ на другие аккаунты. После этого датчик появится в списке устройств системы. Датчик позволяет к себе подключаться как напрямую, если телефон в непосредственной близости, так и через Bluetooth шлюзы. В первом случае на экране плагина, сверху под названием устройства, есть небольшой значок Bluetooth. Сам экран разделен на две части, в верхней находятся показания освещенности, в нижней лог датчика движения. Исторические данные доступны, если датчик подключен к какому-то из Bluetooth шлюзов системы. Как-то специально подключать не нужно, он подхватится автоматически. Нажав справа вверху кнопку с изображением 3 точек, попадаем в меню настроек. Самая интересная и полезная опция тут – это интервал между событиями обнаружения движения – от 5 секунд до 1 минуты. С момента последнего движения до перехода датчика в режим «выключено» проходит 90 секунд. Что касается Bluetooth шлюзов, то датчик работает со всеми и одновременно. И Mesh, как в шлюзе Xiaomi 3 версии, так и обычными, как в люстрах, розетках, климатической технике и прочее. Так что с доступностью проблем нет.
Скорость обновления данных по освещению в режиме реального времени. Устройство может работать только как условие автоматизации, разумеется, только при наличии Bluetooth шлюза, и предлагает к использованию целый ряд событий. Обнаружение движения, отсутствие движения в течение указанного времени от минуты до получаса, движение при уровне освещения выше или ниже заданного и условия просто по уровню освещения. В качестве типовых автоматизаций можно привести следующие примеры. Слева направо. Движение при уровне освещения менее 100 люкс включает люстру. При отсутствии движения в течение 5 минут и включенном освещении свет выключается. Обратите внимание, что если перед названием пункта автоматизации стоит тильда, это значит, что он есть только в модифицированном приложении с сайта copybat.ru. И такой пример. Если люстра включена, а уровень освещения выше, например, 1000 единиц, при условии, конечно, что датчик смотрит не на включенную люстру, а в окно, например, то свет отключается. Home Assistant устройство добавляется благодаря интеграции Xiaomi Gateway 3 от Alex IT. Подробнее смотрите в моих уроках 9.3 и 9.4, ссылки я оставлю в описании. На данный момент у меня в интеграции два шлюза, но датчики не дублируются, обновления приходят с обоих шлюзов на одни и те же объекты. Устройство имеет 5 объектов. Уровень заряда, из коробки он оказался всего 20%. В режиме детализации работы есть сенсор последнего отзыва от устройства, сенсор, показывающий время простоя, и два основных объекта – это датчик движения и освещенности. В этой интеграции устройство работает параллельно с Mi Home. Установленные настройки действуют и там, и там. Напомню, что время от последней регистрации движения, частота которой настраивается от 5 до 60 секунд, до статуса «нет движения» составляет 90 секунд. Если сенсор не регистрирует никаких движений, то начинает меняться значение времени простоя в секундах. Оно показывается округленно – минута, 5, 10 и так далее. В принципе, его тоже можно как-то использовать в автоматизациях. Надо сказать, что данные сенсор обновляет чаще, чем передает на шлюз. Вот пример, где в один момент времени шлюз отдает показания в 0 люкс, а при прямом подключении 92 люкса. Какой-то прямой зависимости я не нашел. Обычно и на шлюзе все оперативно, но бывает и так. Я пытался сравнить его показания с ZigBee датчиком освещения Xiaomi, который, кстати, передает сразу два варианта значений. Один на уровне десятков тысяч, этот объект называется сенсор освещенности, второй на уровне тысяч, и он называется сенсор освещенности в люксах. Он как-то, по крайней мере порядком, напоминает сенсор героя обзора. Реакция на изменение условий освещения у них совпадает, но люксы у каждого свои. Однако это не мешает создавать сценарии в зависимости от степени освещения. В целом устройство получилось довольно интересным, так как по сути это два в одном. Датчик движения, причем с возможностью настройки интервала реагирования без перепайки, и сенсор освещения с гораздо более широкими пределами измерений, чем у его ZigBee аналога у Aqara. Из замеченных мной минусов это более низкая скорость передачи показаний на шлюзе, чем по факту регистрирует датчик, но обычно это все исправляется в новых версиях прошивок. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если видео было вам полезным и интересным, ставьте лайки, а чтобы получать уведомления о новых выпусках, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Спасибо за внимание, до новых встреч!